Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события у нас происходили и что нам ждать сейчас на закрытии вечерней сессии, какие перспективы и куда пойдет доллар, нефть, рубль, золото и другие активы. Давайте начнем с календарика, посмотрим сегодня, что у нас было. У нас сегодня традиционно начало месяца, день всея PMI-ев. Что у нас здесь получилось? У нас здесь получилось, что по Китаю индекс деловой активности в промсекторе вышел хуже ожиданий, и он снижается. Ну, здесь на самом деле, с моей точки зрения, ситуация, она вполне прогнозируема. Почему? Вроде там Китай растет, все говорят, он драйвер мировой экономики, благодаря нему весь мир проснется и выйдет из ковида. Я думаю, что возможно, это будет не совсем так, как это представляется, потому что в Китае очень много проблем. Очень много проблем, там структурные проблемы, которые связаны с перепроизводством ряда товаров, недвижимости, с тем, что там, как бы что ни делали до сих пор, не очень высокий уровень жизни у значительной части населения. И есть ряд структурных перекосов, перекос в сфере кредитования, который в любой момент может самым внезапным образом и непредсказуемым дать о себе знать. Плюс примечательно то, что ну там же плановая экономика. Плановая экономика, у нее больше возможностей в части показывания иной картинки, но у нее меньше степеней свободы, когда наступают реальные проблемы. Она очень внезапно и быстро может подкоситься. Капитализм в этом плане, он более гибок. Так, ну и смотрите, вот что у нас получается. По Китаю показали негативное значение именно в промсекторе. Для Китая это ключевой момент, промсектор, он же производитель, экспортер. Но тем не менее, сегодня по Китаю, как и по всем рынкам, произошел отскок и рост. Почему? Что же там случилось? Ну, я так полагаю, что падение Китая, значительное падение на той неделе, которую мы наблюдали, оно было в связи с тем, что ожидались такие данные, и здесь произошел уже эффект обратное отражение. То есть, покупай на ожидание, продавай на свершение. Но здесь, соответственно, наоборот, потому что вышла негативная новость, видимо, все распродавали, ожидая ее, и когда она вышла, то стало немножко полегче, может быть не такой страшный он вышел, а может быть просто вышел и все. И после этого, соответственно, Китай отскочил. Сейчас мы на графиках посмотрим, что и как там происходило и какие дальнейшие перспективы. Так, далее, что касается PMI-ев. Ну, по большей части все PMI Германии, США, они вышли все позитивные и лучше ожиданий. И сегодняшний такой отскок бурный в экономиках, он связан именно с этим процессом. Есть один момент, точнее даже их три, включая Китая, которые напрягают и в ближайшее время могут купировать эту эйфорию, которая вроде как зарождается на рынках. Так, давайте для начала к ковидным графикам перейдем. Рост новых случаев. Вот этот вот график по всему миру. США, Индия, Бразилия, Германия. Началась весна, и здесь произошло, прекратилось снижение, то есть пошла стабилизация, даже попытка роста. Это связано с тем, что в весенний период происходит обострение респираторных заболеваний. И плюс, что мы здесь видим? Мы видим, что в одних странах падает, в других растет. На самом деле это достаточно тревожная тенденция, потому что получается, как пуля со смещенной центром тяжести летает по всему миру. Одна страна выздоравливает, другая заболевает, начинается рост, там новые штаммы появляются. Как эти штаммы будут купироваться вакцинами, пока вопрос. То есть не до конца понятно, насколько вакцины, они в дальнейшем сохранят свою эффективность против вновь появившихся штаммов. Так, друзья, ну вот давайте китайский посмотрим индекс, что у нас здесь получается. Ну смотрите, вот эту красную черту так они перешли, немножко вышли за границу вот этой проторговки расширенной, но тем не менее здесь произошел отбой, и сейчас вместе со всеми рынками Китай пытается отскакивать, возвращаться в этот диапазон. Опять же обращаю внимание на то, что у Китая PMI, в отличие от Германии и США, вышел негативный. Он меньше, чем ожидалось, и наблюдается тенденция на снижение.
PMI. То есть с Китаем что-то не то. Так, друзья, далее DAX. Но смотрите, по DAX здесь все отлично. Это тоже дневной таймфрейм. Здесь у нас все движения происходят в диапазоне. Сегодняшний всеобщий позитив немецкий фондовый индекс поднял к верхней границе. Вот. Ну и теперь предполагается, что будет движение в рамках вот этой консолидации. Так, друзья, далее VIX, индекс страха и волатильности, дневной таймфрейм. Ну все, здесь немножко отпустило, выдохнули. Пошло движение к нижней границе. Здесь, как мы с вами видим, устойчивые циклы формируются каждые 2 недели, 3 недели происходит всплеск, потом откат. Соответственно, сейчас, если не будет повторно пробито 27, то вот это движение, цель которого тестирование 20, возможно даже 19,5, оно скорее всего продолжится. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Ну, странно, вроде все хорошо, индекс доллара растет. Да, согласен, немножко это необычно. Вот. Но здесь, смотрите, у индекса доллара, во-первых, на дневках сегодня рисует разворотную формацию. И весьма вероятно, что отсюда будет разворот и движение с целью, ну, сначала сходить на 89,97. В любом случае, он еще немножко может подтянуться, отработать 91,23. И после этого здесь, если не будет пробоя и закрепления, и движения на 91,5, мы отсюда начнем двигаться к нижней границе вот этой консолидации. Цель движения будет по 89,9. Вот сюда вот сходить. Так, далее S&P 500, опять же дневной таймфрейм. Но смотрите, у нас получается был пробит волшебный уровень, который 3820. Но этот пробой он не закрепился. То есть для того, чтобы быть окончательно уверенным в том, что движение разовьется, мы сегодня должны были сразу при открытии площадки, ну или началу торговли SFD на фьючерс пойти вот куда-то сюда в район 3750-720. Поскольку такого не произошло, то получается вот это движение, оно закончилось разворотом, и сейчас здесь будет либо консолидация, либо попытка сходить на новые хаи. Вот, обращаю внимание, что в любом случае сейчас рынок очень волатильный и все может меняться прямо на глазах. Так, друзья, далее вот вопрос, там кто-то мне писал по поводу эфириума. Ну смотрите, крипта, поскольку все стало хорошо, денежки, видать, на газ нажали, начали закачивать. Ну, ближайшая цель движения по эфириуму, она находится где-то в районе 1620. Я думаю, завтра мы это сделаем. На самом деле, для крипты хождение в день на 10-20% это нормально. Это консолидационные диапазоны, поэтому здесь вот этому движению совершенно не стоит удивляться. В каком случае ситуация по эфириуму станет критичной? Она станет критичной, если произойдет пробой диапазона 1340-1290, вот этого диапазона. Если мы его пробиваем, то здесь весьма вероятно начнутся такие мощные распродажи, что его сначала снесут в район 1050 и потом будет возврат на 700, на 690. Пока, я думаю, такой сценарий маловероятен. В целом здесь, я так понимаю, те, кто разгрузились, они вот здесь закупились, и поэтому весьма вероятно сначала движение сюда, потом на 1930. Вот сюда, вот к этому значению, даже 1915. Так, ну и далее биткоин. Ну, если не будет повторного движения вниз и пробоя 42 500, у него цель движения будет отсюда в район 55 500. Вот. Если сейчас вот этот диапазончик пробиваем, то уже более серьезно он пойдет вниз. Опять же, обращаю внимание, я не разделяю, скажем так, крайние позиции. Ни криптоскептиков, которые считают, что это фантики, МММ, пирамиды и так далее. То есть, ну, все время идет развитие, эволюционируют различные виды взаимоотношений. Поэтому я считаю, эти люди не совсем правы. Также я и не разделяю крайнего энтузиазма криптоверующих, которые считают, что вот там будет миллион стоить. Ну, такой вариант возможен, но с моей точки зрения здесь надо смотреть, как будет осуществляться движение. Потому что никто не сбрасывал со счетов то, что криптовалюта это все-таки новые технологии, которые
позволяют и позволят сделать прорыв. С другой стороны, надо четко понимать, что они функцию денег, в общем-то, не вполне выполняют. Но с другой стороны, их и не создавали, это был пробный шар. Это раз, и во-вторых, но их постоянно меняют, вносят доработки. И поэтому сказать, что это вот МММ фантики, я бы так не стал говорить. И, по-моему, надо как больше ориентироваться на факты, которые происходят, чем на какие-то догмы, которые ранее были кем-то утверждены. Так, друзья, далее нефть Brent. Но смотрите, пока вот этот рубеж 66.25, он никак не покоряется. Мы его на той неделе покололи, но дальше движение не развилось. Но здесь надо четко понимать, что вот эти цены, в которых мы сейчас находимся, они весьма-весьма комфортны для добытчиков сланцевой нефти и газа, и поэтому они будут очень бурно восстанавливаться. Вот, поэтому здесь, конечно, ну даже чуть повыше, на $70 за баррель, здесь некий рубеж, когда они начинают уже совсем, что называется, дышать и петь. Потому что если для них там 38-42, вот где-то вот здесь вот, это был предел выживания, то есть после которого они начиная с которого они более или менее начинают двигаться, то здесь уже как бы они начинают очень активно двигаться. Ну и потом не надо сбрасывать со счетов то, что в Техасе ситуация стабилизируется, и, соответственно, это все оказывает влияние, которое уменьшает спрос и дисбаланс предложения и запрос от покупателей по нефти. Соответственно, вот прошедшая неделя показала, что это стало некой красной чертой, выше которой нефть пока не пошла. Так, далее дневной таймфрейм. Здесь примечательный момент. Мы сейчас подошли к уровню, который 64. Вот пробитие этого уровня и закрепление на протяжении 1-2-3 часов приведет к тому, что отсюда разовьется движение, цель которого будет 62.35. Вот сюда вот. Далее, если здесь идет дальнейшее снижение и пробой 61.9-62, то тут уже будет движение, ну сначала на 63, потом тестирование вот этого уровня, который 56-65. На текущий момент по нефти здесь может произойти отбой и разворот. Если вот это значение пробито не будет, то мы увидим отсюда движение в рамках консолидации на 66,3. Ну и на часовом таймфрейме, сейчас 20.52 по Москве, мы как раз видим вот эта ситуация. Тут у нас рисуется двойное дно. И поэтому в ближайшее время, если 64 не будет пробит и закреплен, то отсюда у нас разовьется коррекционный отскок. И цель этого отскока будет движение на 65,6. Вот сюда вот к этому значению. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, часовой таймфрейм. С учетом того, что произошло по нефти, если сейчас у нас будет пробитие 143 600, 143 500 вот этого диапазона, то на сегодня или завтра на утро мы увидим движение, цель которого 142 500 вот сюда вот. Если вот этого пробития не происходит, мы здесь останавливаемся и начинаем консолидироваться. И соответственно, если нефть разворачивается и начинает расти и двигаться выше 65,6, то мы увидим и по РТС отбой и движение на 145 900, 146 тысяч. Пока сейчас вот будет решаться вопрос с пробоем этого диапазона. Если он пробьется, то очень быстро и резко пойдем сюда. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Здесь у нас 1722,5. Это тот уровень, от которого здесь может произойти отбой. И если здесь сейчас пойдет накопление, то по золоту мы увидим сегодня либо завтра с утра движение на 1752. Если здесь сейчас оно не сдержится, следующая цель 1714. И вот пробой 1714-1712 уведет его на 1700. Если здесь пробоя не будет, то отсюда отобьемся и отскок приведет на 1738. Вот сюда вот. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Здесь опять мы ушли на 74,1. Сейчас вот этот уровень тестируется. Если он пробивается и закрепляемся ниже него сегодня, то пойдет дальнейшее движение, цель которого будет уже вот в этом диапазоне консолидироваться.
Так, друзья, ну и вот часовой таймфрейм. Здесь по часовому таймфрейму у нас, скорее всего, закрытие ниже значения 74.1 не будет. Потому что у нас здесь цель, это сначала по тесте 74.25, и потом здесь, вероятно, намечается его пробитие и следующий цикл движения на 74.5. Вот, в любом случае, здесь, я предполагаю, сегодня закрытие будет выше 74.1. Друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube, на мой телеграм-канал. Всего наилучшего.